Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента Лайф. И у нас в гостях Марат Баширов. Марат, доброе утро. Привет. Надо для слушателей и для зрителей тоже сказать, что Марат политолог. Да, Марат, сразу пойдем прям по темам важным. Вот у Трофима есть наболевшее. Ну, вчера, да, наболевшее, еще с древнейших времен. Вчера весь день обсуждали, конечно, две темы. В первую очередь, это высказывание президента Владимира Владимировича Путина о том, что мы отныне газ будем продавать недружественным странам за рубли. Ну и второй, отъезд Чубайса. Ну ладно, про отъезд Чубайса мы пока говорить не будем, но вот Про отъезд Чубайса я хочу спросить Вассермана все-таки. Это мы, да. Это кажется, это будет эпично. Да, Анатолий как раз расскажет нам про это. И давай, да, надо тогда, я думаю, поговорить нам про перевод нефти, продажи нефти недружественным странам, газа недружественным странам в рубли. Чем это кому грозит и какие плюсы и минусы в этом будут? Многие писали, что мир никогда не будет прежним. Но это у нас уже традиционная фраза. Будет ли мир прежним, Марат? Мир будет прежним, потому что без нефти и газа, урана, металлов, редкоземельных или обычных никто существовать не может. Ну, мы, в общем, построили такой мир. Все дело только в расчетах. Мы же помним с вами, что президент Путин, у него там какой-то пояс под дзюдо или что он там занимается, да? Вот вчера он применил один из приемчиков, который до этого не был описан в классификациях приемчиков. Это называется перевод оплаты за наш газ. А, кстати, сегодня Клишес, вы слышали? Это сенатор такой есть, он сказал: слушайте, а почему только газ? Давайте уран тоже за рубли. Давайте металлы все за рубли. Слушай, по урану, Марат, не могу не вставить комментарий. Вчера по урану шикарное было высказывание. Не надо переводить уран Америки на рубли, надо просто изменить способ доставки. Ну, кстати, я здесь чуть-чуть вклинюсь, если мы должны слушать президента, безусловно, внимательно, а сенатор Клишес тем более. Президент сказал, что давайте мы начнем пока. Точно. Начнем. Клишес сегодня подхватил, да. Клишес, да. То есть президент уже дверь приоткрыл пока только, а не распахнул еще. Ну, давайте честно скажем. Сходу они не согласятся. То есть сейчас Байден прилетает, вернее, уже прилетел в Брюссель, там проведет сессию НАТО, срочная такая, внеочередная, потом сессия G7, потом поговорит с лидерами Евросоюза, потом сгоняет в Варшаву. Очевидно, Варшава попросит Доброва войти на западную область Украины. И сейчас они поупираются. Реально, если они откажутся покупать за рубли, эффект у них наступит где-нибудь через полгода. Но он будет обвальный. Обвальный, причем по всем направлениям. Там взвоют от военных и заканчивая транспортников. Значит, молчу про промышленность и население. Те-то, что называется, первую падут. После этого приема, после этой подножки Путина, рублевая подножка Путина, может быть, так ее назвать. Поэтому физически это должно выглядеть следующим образом. Я хочу купить газ, я должен взять свои доллары или евро, прийти на Мосбиржу, обменять на рубли и таким образом заключить контракт, да, в общем, получить потом газ или уран, или нефть. Но таким образом обходятся санкции. Вот это самое узкое место для американцев, потому что все их санкции работают только через контроль платежей. Платежей, которые осуществляются в разных валютах, но в конечном итоге эквивалентом их является доллар. И эти платежи проходят только если они вначале идут через промежуточную точку. Это называется корреспондентские счета американских банков. Американские банки на этом наживаются уже, в общем, полстолетия, если не больше. Сколько там этой яванской системе, значит, лет. 73-й год, да. По-моему. 73-й год. Уже 73 года, конечно. Ямайский договор в Кингстоне. Да, вот я ошибся. Соответственно, это разрушение вот этого механизма контроля. Если он начнет рушиться, это, конечно, будет обвальная история. Она будет продолжаться не там 1,
год, правда, мы должны это признать, но тем не менее, вот как раз тот многополярный мир, он в первую очередь будет не военным, а валютным. То есть появятся новые валютные центры расчета, китайцы будут торговать только за юани, мы будем торговать только за рубли, ну где-то еще там за в общем, валюту, да, в общем, если это будет дружественная страна, там, обратите внимание, есть еще такой критерий. Президент сказал, что недружественным странам, то есть те, кто какую-то гадость нам сделали, вот, соответственно... Ну, у нас список есть этих стран, да. Там, в общем, да, но это 45, по-моему, или сколько там стран, а все остальные, это, в общем, как? Тоже за рубли. Ну, главное, вот что крупнейшие покупатели-то входят туда. Ну, как сказать, ну вот та же Индонезия, например, она покупает у нас оружие, они как сейчас за рубли будут или за что? Вот тут еще много, значит, работы для юристов, но самое главное, первый шаг, конечно, сделан, и сделали именно мы, а не китайцы, потому что несколько дней обсуждалось, что Саудовская Аравия и Китай хотят перевести расчеты за нефть в юани. Угу. То есть фактически таким образом выключаются из этого процесса европейские, американские валютные центры, которые зарабатывают на этом, правильно? Угу. Зарабатывают и, самое главное, контролируют. То есть когда американцы вводят санкции, чего все боятся? Что тебе заблокируют не торговую сделку, тебе заблокируют расчеты. Ага. Они, правда, сейчас уже почувствовали, говорят, давайте-ка еще придумаем торговые, типа эти портовые, значит, закроем историю. Санкции транспортные, да. Ну да, чтобы не могли, в общем, какие-то наши товары заходить в порты. Но эта история, я вам скажу, такая обоюдоострая. Самое главное, знаете, в чем? Все, что американцы придумывают, это не влияет на американскую экономику с точки зрения санкций. А вот на европейцев это просто поддых бьет. Смертельно, да, практически. Да, и тут ужасно. еще, Марат, тут еще вот я бы хотел комментарий услышать про следующее, что если, допустим, даже завтра они переводят, говорят, окей, да, работаем в рублях, то эти рубли они могут взять только у Центробанка Российской Федерации, а Центробанк под санкциями, то есть они не имеют права делать никаких транзакций с Центробанком, то есть они будут вынуждены снять санкции с Центробанка. Так ли правильно ли я понимаю ситуацию? Вы знаете, санкции подразумевают риск, в первую очередь, для любого экономического субъекта. То есть, когда американцы говорят, ребята, мы вводим санкции, после этого экономический субъект говорит, нет, я все равно куплю нефть у России. То есть он физически эту сделку может сделать. Американцы не могут запретить. Рассчитаться, купить, привезти. А потом просто наступают определенные последствия. То есть у вас блокируют счета, да, значит, вас заносят в черный список, вами запугивают другие компании. Вот в чем узкое место американцев. Но когда у тебя вопрос того, что скоро будет лето, значит, наступит жара, вот все говорят про то, что нужен газ только зимой. Это неправда. Промышленности Европы газ нужен каждый день, вне зависимости, лето, зима, осень. У них в технологическом процессе, например, при производстве металлов или удобрений, газ – это технологический предмет. То есть вы должны туда, в общем, чего-то засыпать с точки зрения химии какой-то, да, а при этом вы еще должны туда, значит, газ пустить, чтобы какой-то химический процесс пошел такой, очень, значит, технологический. А второе, для населения газ требуется не только для того, чтобы отапливать дома, но еще и охлаждать. В той же Испании, например. Да, кондиционеры, конечно. Там нет отопления, это известно, они не отапливают свои дома, они как-то перебиваются зимой, да, в общем, без отопления, но летом они просто топят электроэнергию для того, чтобы охлаждать. Когда у тебя плюс 45, да, в общем, даже при том, что ты строишь как-то специальным образом дома, тебе все равно требуется их охлаждать. Вот в чем дело. Да. Еще, да, так как времени у нас не очень много, а тем много, еще две бы я темы затронул. Давай про Чубайса, вот все-таки коротко. Отъезд Чубайса, что значит? Вы знаете, я как человек... Вот я читаю новость. Казахстан рассмотрит возврат в госсобственность необоснованно приватизированных объектов. Ведь Чубайс — это же не просто Чубайс. Ведь Чубайс — это целая группа людей.
и группа компаний, и, очевидно, какие-то политические выводы из этого можно тоже делать, нет? Ну, для меня это трагическая история, потому что Чубайс, который стоит у турецкого банкомата и снимает наличку, очевидно, чтобы заплатить за такси. Да, в общем, с карты МИР. Но это, в общем, трагичная история. Я долгое время работал в электроэнергетической отрасли, и фактически с момента распаковки РАО ЕС для меня это, конечно, в первую очередь окончание вот этой реформы РАО ЕС. То есть это, ну, это так, в общем, трагично для меня, как человек, который считает себя очень частично, хотя бы в прошлом, энергетиком. Второе, есть масса уголовных дел, которые были заведены в отношении его соратников. И эти люди не могут выехать из России. Эти люди находились в статусе подозреваемых или свидетелей. Эти уголовные дела длятся уже некоторые, там, знаете, лет по 10, но их не закрывают. И сейчас, конечно, все это получит определенное ускорение. Я не назову это предательством, да, значит, я не знаю мотивов, может быть, он вернется там, через какое-то время обратно в Россию. Но то, что эти уголовные дела сейчас получат дополнительную, что называется, энергию, это совершенно точно. А там люди, ну, я вам скажу, что с не менее звучными фамилиями, начиная от Уринсона и заканчивая всем тем, что было в Роснано. Да, я и говорю, что это гораздо, мне кажется, более сложная ситуация, чем просто вот этот символизм какой-то. Но это какой-то тектонический сдвиг получается, или это такая какая-то, ну, ситуация органическая? Вы знаете, то, что ему дали выехать, это значит, что не препятствовали подобного уровня люди. Они, конечно, в части своих перемещений контролируются, потому что мы знаем, например, значит, убежал там, значит, директор Аэрофлота на Кипр, значит, улетел как-то, да, но его даже оттуда вернули, то есть ему, в общем, посоветовали: вернись, парень, значит, Миша, вернись. Он вернулся, сейчас вот работает в Почте России, в общем, не знаю кем, правда, вот, и таких историй очень много, а уж Чубайса контролируют 100%, поэтому символизм в том, что ему дали вылететь. То есть ему дали возможность сделать собственный выбор, остаться в России и как-то пронести свой крест Чубайса до конца или, соответственно, вот так унизительно сбежать. Мне кажется, с точки зрения эффекта для российских властей, то, что вот он сбежал, это, ну, с точки зрения пиара, это выгоднее, чем его хватать, судить, да, значит, сделать из него еще одну икону в конечном итоге. Ну, я думаю, что из него-то икону было бы сделать еще сложнее, мне кажется. Вы знаете, на фоне того, что Навальный сейчас получил, сколько там, 9 лет, при том, что, в общем, к Навальному тоже такое очень плохое отношение, но вот сейчас контраст совершенно такой очевидный. То есть Навальный вернулся, уехал, но вернулся, получил срок, получил еще срок. Понятно, что из политики он выпал, но по сравнению с Чубайсом он сейчас выглядит гораздо лучше. Но сейчас такой же ход может повторить Александр Глебович Невзоров? Ну, Невзоров все-таки, знаете, это... И стать героем? Нет. В общем, Невзоров это, знаете, такой, в общем, лидер общественного мнения, лом, помните, была такая, лом, лидер общественного мнения. Это лом 90-х, он сейчас не интересен, в принципе, никому. Это такой фрик, как тот же, как этот человек-то, который, значит, в Лондоне сидит, в общем, не помню его фамилию. Чичваркин. Чичваркин, да. Вот это еще один фрик. Значит, его этот прекрасный черный плащ с красной подбивкой, я про Невзорова. И колготки вот на шее вот эти женские, да. Да, вот это единственное, что, в общем, привлекает на сегодняшний день к нему внимание. Хорошо, 11 минут у нас есть. Еще одна важная тема про Польшу все-таки. Вот это важно, да, это серьезно. Да, это важная история. Вот как бы ты видел сценарий того, что может произойти с точки зрения, и какие интересы у Польши, какие интересы она может преследовать потенциально? Давайте разделим интересы Польши и интересы НАТО. Тот сценарий, который обсуждается, что Польша по просьбе господина Зеленского вводит миротворческие войска, и, очевидно, она вводит только в ограниченное количество областей. Это 3 области на западе Украины.
Это фактически легитимизация ЛНР, ДНР и всех тех республик, которые образуются еще на востоке и юге Украины. При этом узкое место в этой истории следующее, то, чего опасаются натовцы, это же вот будет не введение войск НАТО, миротворческая функция, это будет введение вооруженных сил Польши. Ну, там кто-то присоединится, там человек 20 пришлет, не знаю, Литва, еще кто-то, да, значит, для того, чтобы сказать, что это коалиция. Но это не войска НАТО. НАТО интересует, чтобы не было прямого столкновения с вооруженными силами Российской Федерации. Здесь возникает узкий момент. Тот, который сегодня... Польшу, я прошу прощения, это не смущает вообще, как Польшу? Польшу? Ну нет, конечно, это же возврат исторических территорий. Там нет, я имею в виду процессы... столкновение с Российской Федерацией прямое. Нет, конечно, они очень не понимают, напрягают, что... Это же ядерная держава все-таки. Вы знаете, они не напрягаются, потому что они понимают, что это проблема НАТО. То есть они хотят вернуть свои исторические области, чуть там еще побольше взять, организовать процесс реституции, кстати сказать, когда польские граждане там, в каком-то третьем общем, поколении скажут: а у меня тут во Львове домик был у деда, отдайте мне, пожалуйста, обратно. У меня Польша дед поляк по национальности. Может, ну, так что, в общем, поройтесь, гляньте. Надо порыться. Ну, конечно, может быть, там и земля, и домик, и мельница. Мельница, самое главное в те времена, это была мельница. Да. Поэтому Польша понимает, что это проблема НАТО. Так как она член НАТО, но там есть определенные пункты в уставе НАТО, значит, который говорит, что если какая-то страна самостоятельно принимает решение о военных действиях, это не означает, что НАТО должна за нее впрягаться. Но при этом, конечно, Польша понимает прекрасно, что НАТО будет это беспокоить. И здесь будут два варианта. Вариант первый. Они вошли туда, значит, насытили оружием, насытили войсками. Соответственно, у нас будет дилемма продолжать их долбить кинжалами и там, чем еще вот эти ракеты, которые летят быстро и далеко, и никто их сбить не может. Соответственно, думаю, что мы этого делать не будем. Но при этом возникает вопрос, а где линия разграничения, то есть куда не идем мы и где уже находятся они. Соответственно, должна быть какая-то серая зона. Но здесь есть вооруженные силы Украины, которые до сих пор не, как это наш президент сказал, не демилитаризованы. Они дееспособны в определенных точках, и вот в этой серой зоне-то они точно останутся. То есть мы не будем входить куда-то западнее Киева, поляки не будут входить куда-то, значит, восточнее этих областей, куда они зашли, но в этой серозоне будут существовать нацбаты и вооруженные силы Украины. Вот это узкое место, потому что они неуправляемы. Зеленский не управляет ни вооруженными силами, ни нацбатами, это уже признают, в общем-то, и западные военные эксперты. Вот такой замес, который будет обсуждаться, и, очевидно, это требует каких-то переговоров с Москвой. Но для этого должен будет кто-то адекватный, валидный, как говорят умные эксперты, да, в общем, то есть обладающий полномочиями, позвонить нашему президенту и сказать: Владимир Владимирович, давай что-нибудь придумаем, здесь поляки собрались на Западную область, значит, входить. А кто может позвонить? Вот кто, вот с вашей точки зрения? Хороший вопрос. Но Байден уже не может после того, что он наговорил. Да нет, вот он как раз единственный, кто может позвонить, только он при этом должен... Макрон может позвонить. Макрон, у него выборы... Нет. Да. Поляки Байден, вообще Макрона не ставят. Только Байден, только он перед этим должен будет сказать, что я вначале в какой-то форме извинюсь за вот эти слова. То есть он вначале, помните, извинялся за слова, что, значит, убийца, не убийца, а сейчас про военного преступника. То есть он должен будет какую-то форму дипломатическую придумать. Ну, Владимир, там, ну, и дальше какие-то слова, да. Ты же понимаешь,
Мы же друзья, но меня да, тут политика, у нас тут конгресс. Да, Меня двери взломали, вообще, есть да. же шикарная тема. Меня Вот, взломали. да, это взломали, отлично. Да, меня взломали. Путин ему скажет: слушай, я все понимаю, но у меня тут тоже Совет Федерации, понимаешь, они говорят, нельзя с тобой разговаривать, они тоже же ребята суровые, я же не могу так. Ну ладно, это все интересно, а вот насколько реалистичен вот с точки зрения политолога, ну вот какой-то такой понятийный договор по поводу сфер влияния? Ну, я не называю это разделом, потому что, наверное, такое нельзя обсуждать прямо. Но вот все-таки как на уровне понимания могут договориться. Давайте я такой термин употреблю. Бизнесовый, значит, раздел, это, очевидно, что-то гражданское. А вот в бизнесе есть такое слово, называется распаковка. Распаковка актива. Вот мы примерно наблюдаем эту распаковку. Но только при этом, давайте опять такими аллегориями, один партнер обманул другого. То есть бизнес начинали вместе, а потом один другого, как это молодежь говорит, кинул. Вот я эту версию слышу все чаще и чаще. То ли дед забыл, то ли деда переубедили. Поэтому вот этот процесс распаковки целой страны, он запущен, и он идет не по плану. Он идет с точки зрения силовых ресурсов. Вот у меня ОМОН тут есть, да, я приеду сейчас в твое предприятие, захвачу, а у меня есть, значит, масса юристов, которые сейчас тебя тут засудят и в депозитарии заблокируют твои акции. Ну, как, например, они заблокировали наши золотовалютные резервы. Вот идет такая игра. Вот эта распаковка, она просто налицо. Но для того, чтобы был какой-то, ну, в любом случае, всегда любая бизнес-война, она заканчивается договором. Но договариваться могут только вот сейчас Байден и наш президент. Хорошо, Я думаю, что вот в конечном итоге неизбежен новый разговор президентов в телефонном формате или лично, не знаю какой, но он просто неизбежен. Ну, понятно, что в этой связи там любые переговоры с Зеленским маленького значения не имеют, только как, может быть, да, какой-то декоративный элемент. Но вопрос вот какой. А какие есть варианты распаковки этой? Какие вот есть там варианты? Все отходят на прежние позиции. Есть такой вариант? Невозможно. Нет. Есть один бизнес-партнер забирает все. Есть такой вариант? Думаю, что тоже нет, потому что встанет вопрос легитимизации того, что ты забрал. Ну, независимое, так сказать, демократическое. Ну да, 3 независимых демократических республики на западе Украины, которые находятся под протекторатом Венгрии и Польши, да, значит, хороший вариант. Ну, то есть, скорее всего, это будет какое-то разделение Украины на несколько каких-то таких вот частей, статус которых оставляет быть определенным будущим. Да? Я думаю, что приемлемый вариант, компромиссный для нас, это парад суверенитетов на юге и востоке, некое содружество этих народных республик. Не факт, что этого избежит центральная часть Украины, где находится Киев. Совершенно точно нельзя забывать о том, что есть интересы Белоруссии, которая беспокоится о своих южных границах, а это значит, что будет какой-то переговорный процесс в части там, где смыкаются границы Украины, Белоруссии и Словения, по-моему, там еще. Польша. Кто там еще? Польша. Значит, Польша еще какая-то там. Это еще Домачево, значит, да. Словакия, Венгрия, Словакия, да. не Словения. Да, Словакия. вот это, да, вот этот узел будет. Но самый главный, конечно, вопрос – это центральная Украина, Киев. То есть будет ли какое-то там новое, в общем, государство под названием Украина со столицей в Киеве или нет? Угу. Но ведь вот этот парад суверенитетов – это же всегда отложенный конфликт. Всегда. Ну, вот да, не было других да. вариантов. Вы знаете, я разговаривал со множеством людей, которые живут там до сих пор. Те, которые уехали оттуда, и они считают, что есть вот эта иллюзия, что якобы там не любят русских, да, но русских там не будет. Туда вернутся все те, кто уехали оттуда, это десятки тысяч человек. Конечно, у них будет какая-то поддержка силовая в первое время.
Но все-таки ментально южные и восточные области Украины, они как бы с нами, да, это русский мир, как его, в общем, называют. И поэтому, если там не будет русских комендантов, но приедут ребята, которые уехали в 2014-2015 годах, те, кто остались в живых, я думаю, что они к этому компромиссу будут склонны. Все-таки обычный человек хочет обычных гарантий, чтобы у него была работа, он мог куда-то ездить, есть, здравоохранение, ну и чтобы не летали все эти ужасные штуки, которые сейчас летают у них над головой. Марат, а сроки вот этого всего, есть какой-нибудь прогноз или хотя бы прикидка? Понятно, что надо завершить военную операцию. Да. Вот это год, 2, 3, 10. Вы знаете, я думаю, что СВО это еще месяца 1,5-2, но чтобы не гибли все-таки наши солдаты, как в первые дни. А вот политический процесс это года на 1,5. То есть я думаю, что реально назначать выборы и референдумы в этих республиках или под конец года этого, или весной следующего. Понятно. Ну и последние 20 секунд буквально осталось. Вот вход Польши будет, не будет? Я думаю, что больше вариантов, что будет, чем не будет. Понятно. Интересно. Марат, спасибо большое.